Welcome to Lombok. Приветствую вас, путешественники! В этом видео я познакомлю вас с райским островом Ломбок в Индонезии. Исследуя его на мотобайке, он покорил мое сердце, и я даже не думал, что он будет более ярким и интересным, чем популярный остров Бали. Мы посмотрим самые красивые достопримечательности острова, чтобы вы, вдохновившись поехать сюда, составили свой собственный маршрут и выбрали наиболее актуальные для вас локации. В этом видео не будет воды про успешный успех и рекламы продажи недвижимости. Оно выполнено в формате блога повествования поездки путешествия. В конце видео я расскажу, почему именно Ломбок для меня стал гораздо приятнее, чем Бали, и дам советы, какой остров выбрать вам, если вы летите сюда впервые. Приветствую вас, друзья! Сегодня я совершаю свое путешествие на остров Ломбок. Я выехал на пароме из острова Бали на байке. Стоимость 200 тысяч индонезийских рупий. Вот такой паром. Туда вмещаются машины, мотоциклы и все, что нужно для этого. Позади меня остров Бали. И цель моя — это посетить остров Ломбок, объехать его на байке. Единственное, что без вулкана, потому что у меня небольшая травма. При покупке билетов меня проверяли документы на байк СТНК и мои водительские права, ну или бы это был паспорт. Вот так выглядит паром. Тут нету первого класса, второго класса. Люди спят, люди лежат. Напоминает плацкартные вагоны в Украине. Публика тут самая разношерстная, туристов по минимуму, в основном местное население. И это больше напоминает индусские поезда в Индии, но вот такие люди здесь. В целом ехать безопасно, комфортно. Мы на Ломбоке. Мы в Ломбоке. Новый остров. Кто в Ломбоке не был, тот Ломбок не знает. И вот он, остров Ломбок, и я переполнен волнением от поездки в неизвестные мне земли. Дороги, невероятные спуски, подъемы. И вот такие красивейшие виды. Еду на острова Гили, и нас сопровождают вот такие невероятнейшие красивые виды безлюдных пляжей. Ты как первооткрыватель едешь, покоряешь какую-то Америку без людей. Очень красиво. Мы находимся в районе пляжа Синджиджи-Бич. Это пляжи, которые выстроились вдоль комплекса отелей, современные отели. Здесь есть супермаркеты, бары, рестораны, все что угодно. И белый песочек с прозрачной водой и огромным количеством кораллов. Мы двигаемся в сторону островов Гили. Мы давно хотели их посетить, наслышаны о них. Это называется еще, некоторые называют, Балийские Мальдивы. Поэтому буду оповещать все, что по дороге есть интересное. В целом по Ломбоку немного он другой, чем Бали. Здесь другие люди, они мусульмане, соответственно, одеваются по-другому и ведут себя тоже по-другому. В местах, где покупаешь фрукты, проявляют такой искренний интерес к тебе. Нету такого, что ты прям мешок с деньгами и надо тебе что-то продать побыстрее, а интересуются что-то как-то, ну для них это прям интересно. Вот эти люди мне нравятся самое большее. Вот. Но на пляже, вот мы вышли на пляж, в зоне отеля уже начинают нападать тебе хищники. Я вышел в 7 утра пройтись по пляжу, и тут мне сразу парят какие-то лодки, фотографии, футболки, бусы. И это прям всю романтику, аутентичности вот этого красивейшего острова убирает. We go to Gili Air. Then Papua. Have you been Papua? No. Why? I won't go to Papua and marry Papua girl. Yeah, because she's wild. Сейчас я встречаю закат на острове Гили Эйр. Вот такое красивое солнце.
Чем-то мне здесь напоминает на острове в Таиланде Пханган пляж Zen Beach. Вот такая аудитория, такая публика, такая музыка и примерно такая же атмосфера. Но как-то сейчас пусто, потому что, наверное, сейчас не сезон. Я нахожусь здесь в январе, сезон дождей, хотя дождей очень мало. И я этому очень рад. В целом тут есть 3 острова. Первый остров Эйр, такой, скажем, тусовочный, прогулочный остров и снорклингический остров для относительно взрослых людей, как я, мне 39 лет. Второй остров — это Гили Эйр для отдыха семейных людей. И самый тусовочный молодежный остров там на фоне — это Гили Траванган. Эти острова про пляжный отдых, про снорклинг главным образом и про веселье. Здесь действительно спокойно, море без суперволн. Относятся острова Гили к острову Ломбок. И мы будем изучать этот остров. На этот остров невозможно попасть на автомобиле либо на байке. Здесь люди передвигаются только электробайками или электроскутерами, а также на велосипедах и на конях или конных повозках. Мы сюда на паблик транспорт. Стоит он 18 тысяч рупий. Он намного дешевле, чем спидборд. Он едет где-то минут 25, спидборд едет в 2 раза меньше, ну и стоит около 100-125 тысяч. Также мы сюда добрались с порта самого острова Ломбок, но обычно сюда ездят спидборды, Санура и с порта основного, там где паромные переправы Бали стартуют. Такие красивейшие закаты. Сегодня мы будем перемещаться из острова Гили Эйр на остров Гили Траванган. Есть еще один маленький семейный остров Гили Мэна, но мы решили на него не тратить время, потому что там смотреть практически нечего. Там есть подводный спот классный и озеро, но это можно посмотреть просто на лодочке, съездить на 1,5 часа и приехать обратно. Ночевали мы вот в таком интересном красивом домике, абсолютно новый. И я вам сейчас покажу небольшой шоурум. Вот 2 кровати. Кондиционер, все новое, стоит это $20 вместе с завтраками на 2. Абсолютно новые раковины. В целом остров очень зашел, но остров маленький, его можно обойти за час полностью, поэтому он больше подойдет для отдыха, для семьи с детьми, когда вы никуда не спешите и целый день нежно отдыхаете на пляже и ходите в разные кафешки, рестораны, радовать ваш живот. Вот такой наш номер. Кстати, жилье здесь очень дешевое, и поэтому можно не париться, его арендовать на долгий срок. Вот такие красивые деревья с цветочками, и вот эти цветочки, они падают прямо в бассейн и плавают. И очень приятно плавать в этом бассейне вместе с этими цветочками. Видите, как красиво? Ну, их поубирали, но утром, когда они за ночь все нападали, это очень и очень красиво. Стоимость жилья около $15-16 завтрак. Траванган очень тусовочное место. Тут распространены разного рода психоделические вещества. Грибы очень распространены. То есть вы идете и написано ticket to the moon. Ticket to the moon — это значит, что продают грибы, их подают в таких типа фрешах, и вы их употребляете и ловите дзен. Также грибы просто продают на улице, просто вот сами грибы, но скорее всего это какая-то шляпа. Несколько раз мне предлагали кокаин, предлагали экстази таблетки, предлагали гашиш, но выглядит оно как-то стремновато, потому что Индонезия очень антинаркотическая страна, и, скорее всего, это будет какая-то шляпа. Трава будет петрушка или и так дальше. Поэтому, думаю, сильно не нужно рассчитывать ехать сюда, чтобы получить какой-то наркотический угар. Но, что касаемо тусовок, дискотек, абсолютно есть все, и это все очень круто. Не напряжно, мне не обязательно что-то покупать, куда-то заходить, нет каких-то там суперконтролей. И есть абсолютно все. Есть
мексиканская музыка, латино-музыка, есть рок-музыка, есть дискотеки, автопати. Люди с одного автопати смещаются на другое. Также распространено такое свобода, люди под грибами, там мужики поодевались, женские какие-то платья, там лифчики, купальники, танцуют, все отрываются, все счастливы. Вот такое какое-то место. Это что касаемо Гили Траванган. Что касаемо вообще островов Гили, очень приятные для отдыха, чистая вода, и главным образом семейные сюда едут для спокойствия и для снорклинга. Снорклинг здесь замечательный. Самым главным снорклинговым спотом это является статуя на острове Мена. Также на острове Мена есть озеро интересное, пресноводное, по нему очень классно гулять, но мы до него так и не добрались, потому что нас засосала эта дискотека, эта движуха, и надо побыстрее сюда сваливать, иначе мы тут зависнем на очень долго. Вот такая здесь атмосфера. Постоянно какое-то знакомство, общение, тут куча всех, немцы, французы, англичане, индонезы, все намешано, все общаются, все счастливые. Среди всех островов Гили Траванган имеет самую лучшую туристическую инфраструктуру. Кроме баров, клубов, ресторанов, тут есть еще ночной фуд-маркет, где можно отведать разную сифуд и разную индонезийскую, ломбокскую кухню. Обычный вечер на острове Траванган происходит таким образом. Люди идут в разные клубы по своим предпочтениям, будь то рок-музыка, регги-музыка, диско-музыка, мексиканская музыка. После где-то в 12 эти все клубы закрываются и работают только дискотеки с транс-музыкой. А после, когда уже закрываются и дискотеки с транс-музыкой, ребята на гитарах поют на улице, собираются типа как квартирники на улицах и поют песни. Что вам сказать? Статусы очень красивые, подойдут для самых ненырябельных людей. Глубина 2-3 метра. Очень красивая коралловая прозрачная вода, рыбки, поэтому рекомендую поехать. Единственный минус – много людей, очень много. Мы уже переместились на остров Ломбок, и сейчас я иду пешком к достопримечательности водопаду. Дороги на Ломбоке замечательные, не перегруженные, практически новые, асфальтированные, широкие. И ехать по ним одно сплошное наслаждение. Сейчас нахожусь возле водопада Синдан-Гиле. На самом деле здесь несколько водопадов красивейших, но это самый центровой. Сейчас, конечно, он не сильно полноводный, потому что не сезон дождей. На картинке он был гораздо веселее. Но он вот такой двухкаскадный, ну, в принципе, довольно большой. Добраться к нему очень легко. Можно на байке. Паркинг стоит 7 тысяч, и вход на водопад стоит 20 тысяч. Можно взять частного гида, но довольно легкий спуск по ступенькам, дорога не размытая, поэтому я в нем не нуждался. Сейчас иду на второй водопад. Идем к водопаду. Заблудились, застряли, нарисовался гид за полтинник. Все-таки Ломбок еще не очень туристический. Как тебе водопад? Я вообще проклял водопады всю дорогу. Чуть не навернулся на мотоцикле дважды. Сейчас нас гид будет угощать ломбокским кофе. Мы заехали в местную деревню. Тут живут дети, курицы, собаки. Так что будем пить кофе. Который был у нас гидом на водопадах. И
Ламбок это не Бали точно. На Ламбоке нас показывают как обезьян, мы уже ездим во вторую семью, нас показывают детям, показывают родителям. Мы просто как выставочный экспонат. То есть здесь туризм еще не развит до такой степени, что мы, белые люди, это просто иди и покажи соседу. Нас просто хвалят, показывают, тыкают пальцами. Ну, в общем, едьте на Ламбок, если вы хотите реально почувствовать аутентический отдых. Жалко, что не женят. Жалко, что не женят, да. Но, в общем, вот наш гид, покажи. Сейчас мы идем в огород индонезийца, и он будет угощать нас кокосами свежими. Сейчас нам достанут кокос прямо с дерева и покажут, как за ними лазить. Это тебе не с трубочкой в ресторане. Это по-настоящему, по-индонезийски, по-ламбокски. Осталось попробовать дуран. Далее мы поехали в национальный парк Ринджани. Ринджани – это главный вулкан острова Ламбок высотой 3700 метров с озером на поверхности вулкана. Восхождение к вулкану занимает более 3 дней, но в сезон дождей он закрывается, поэтому мы не делали восхождение. Но сам парк имеет очень красивые ландшафты, и всей своей красотой водопадов и всех перепадов Ламбок обязан именно этому вулкану. Дорога на мотоцикле вокруг вулкана – это что-то неописуемое. Это красота, которая поглощает твое внимание, и тебе хочется раствориться с природой. Объезжая вокруг вулкана, мы ехали в сторону водопадов Телебату. Это не совсем обычные водопады, они больше похожи на мексиканские сеноты, поэтому делают эту локацию очень популярной среди туристов. Эти водопады больше похожи как на расщелины под землей или как на подводные озера, и их очень много в этой локации. Часто слышишь от многих людей, что на Бали самые красивые закаты. Но это, скорее всего, миф. Закаты красивые в любой точке мира. Просто на Бали у людей есть время полностью расслабиться и наслаждаться видом этих закатов. На Ламбоке закаты сумасшедшей красоты. Окрестности водопадов Телебату больше мне напоминает балийский Сидемен или Убуд. Бамбуковые домики, рисовые террасы, красивые виды на зеленые поля. Без большого наплыва туристов, так что ты действительно можешь расслабиться. Сейчас иду к очередным водопадам, и тут без гидов не пускают на них. На один водопад нужно ехать на мотоцикле. Цена кусается 90 тысяч. Особенностью водопадов Ламбока является то, что они окутаны зеленью. Водопады в основном каскадные, многоступенчатые, и каждая ступенька поросла растительностью. Это создает эффект древности и потерянности водопадов в джунглях. Я сейчас нахожусь в инстаграмном бассейне. Это когда с бассейна открывается вид на панораму. В данном случае буду встречать закат. И чем мне нравится Индонезия, то что этот отель стоит всего лишь $30 за ночь. Мы сарендовали его с другом пополам, просто потому что не было других отелей в этой окрестности по нормальной цене. Обычно мы снимаем отели за $12, $13. Вот. И это цена с завтраком. Вот это одна из причин, почему мне больше всего нравится Индонезия. Есть, конечно, много недостатков. Это и мусор палят, и очень много мечетей. Они молятся, создают много шума и мешают спать ночью в 4 утра. Но это уже другая история. А я вам сейчас рассказываю про эту историю.
Сегодня я проснулся в чудеснейшем месте. Напоминает мне немного регион Краби в Таиланде. Здесь тоже мель, камни. И вечером я заказывал карри из крабов. Ночью тут добытчики добывают с фонариками крабов. Очень красивейший регион. Но мне еще понравилось, что это геопарк. И тут не было шума, гамма. Мечети не молились, потому что здесь практически нет людей, только гостиница и все. Поэтому этот регион мне очень понравился, я настоятельно рекомендую. И пока отлив, пляж появился, песок, и мы постараемся обойти полуостров, ну немножко прогуляться им. This is Pink Sand, yeah? Короче, Pink Beach — это разводняк. Никакой он не розовый, обычный песок, обычный пляж. Замануха рекламная. Такой вид, но это явно не стоило ебашить этой дорогой, которой мы только что ехали муками полчаса. Вообще не лучший пляж в моей жизни. И еще и кокосы по 20. Везде в мире по 5, по 10, по 20. Хоть розовый пляж оказался не розового цвета, поездка нам в целом понравилась. Потому что тут природа отличается от другой части Ломбока. Тут есть клиффы, тут есть такие заболоченные местности, ну и сами пляжи, которых очень и очень много. Всего на Google картах я нашел 3 пляжа Pink Beach. К одному дорога была ушатанная, а вот ко второму мы подъехали, была очень красивая дорога. Прекраснейшее место, тихое, спокойное, безлюдное. Единственное, что дождь, плохая видимость, а так очень классно. Лучше, чем тот пляж, намного. Дорога лучше. Но все не голубое, все не розовое. Зря, все зря. Нахожусь в достопримечательности, традиционное село Ломбока, и тут, как всегда, задвигают, что без гида невозможно. Я не понимаю, что невозможно. Вот по таким домикам ходить невозможно. Как всегда, туристические приколы. Интересные изделия ручные. И что самое классное, здесь никто ко мне не пристает за руку, купи то, купи сё. Все молчат, улыбаются, и это приятно. Ты можешь сам подумать, что ты хочешь купить. В общем, очень интересная деревня, но самое большее, что мне понравилось, то, что призыв на молитву здесь мелодичный, то есть здесь человек поет, не как дети орут в перегруз, а его аж приятно слушать, оно аж так вот вибрирует. Поэтому мне здесь самое большее зашло, это пение. Следующая наша остановка на острове Ломбок был город Кута. Не путайте с той Кутой, та, что находится на Бали. Здесь Кута – это город серферов, где тусуется в основном французское комьюнити людей. Тут, как в Чангу, много кафешечек модных, разные интересные тортики, а вечером много дискотек живой музыки, где люди отрываются, выпивают и наслаждаются жизнью. Следующая очень классная достопримечательность, которая запала мне в душу, и я провел там буквально целый день, это Букит Мересы. Это пляжи и холмы, которые напоминают новозеландские виды. Очень зеленая трава, пасутся коровы и большие волны океана с красивыми скальными видами. Это невероятно классное место, есть много дорожек, где погулять, и я обязательно рекомендую вам его для посещения. Очередное красивое место на острове Ломбок. Вот за что я его люблю, то что он еще не сильно затуристизирован. Иду наверх склона, и вот такие красивейшие виды на пляже, практически не тронутые человеком, просто бесконечные
прозрачная вода. Еще одной достопримечательностью окруженной красивой природы является гоночная трасса Мандалика. Она была построена в 2021 году как часть проекта по привлечению туризма на остров Ломбок. С тех пор проходят соревнования чемпионата мира по супербайку, World Superbike Championship, а также MotoGP на этой трассе. Длиной она 4 километра и включает в себя ряд сложных поворотов и прямых участков. How name of this cave? Goa Bangkang Prabu or Pet Cave. Can you show us when they will be eat people? What time? What time? No, I'm joking. There's also egg. Oh, it's eggs. From a Tokay. It's mini Batman. Yeah, mini. Интересная пещера, но самое интересное, что он нам показал, то, что каждую ночь они будут вылетать из этой пещеры. Так, друзья, сзади меня только что летало очень много летучих мышей, прям много-много. Они вылетели из пещеры и поехали на ночную охоту. И как саранчи этой вот такое шоу. Мне очень понравилось, было красиво. Шоу закончилось. Пошел я отмываться от мышиных какашек. Пещера понравилась, ее стоит посетить, тем более, что она по пути в порт из Куты. Итак, друзья, заканчивается мое мотопутешествие по острову Ломбок. Завтра я отправляюсь домой на Бали. Общее впечатление по острову — это просто сказочный, невероятно красивый, невероятно разнообразный остров. Здесь можно найти абсолютно все. И Мальдивы с тусовками в лице островов Мена, Гили, Траванган и Гили Эйр. И найти классные курортные зоны с завтраками, все включено, всякими сервисами, кристально чистыми пляжами с кораллами. И можно найти серферскую тусовку. Это город Кута, где собирается в основном французская аудитория, есть клубы, бары, рестораны, что-то типа как в Чангу, только не так насыщенно. Но самое большее, что мне запало в душу, это то, что я мог на Ломбоке рассекать на мотобайке со скоростью там 80-90 км в час и наслаждаться ездой. В отличие от Бали, это очень круто, потому что на Бали в основном ты ездишь газ-тормоз, ты не можешь так втопить и ехать, и наслаждаться рисовыми террасами или чайными плантациями. Он такой же разнообразный, как и Бали. У него есть и вулкан Ринджани, на который я планирую в будущем подняться. Это одна природа. У него есть и коралловые рифы, и Мальдивские острова, и что-то похожее на Раджа Ампад, и очень вообще не похожие классные клифы в районе Куты. И очень интересно то, что люди здесь менее туристически ориентированы, то есть ты у них как белый человек вызываешь свой интерес. И у нас была такая история, нас пригласили домой, угостили кокосом, местной едой. В общем, люди как-то еще не пришла к ним цивилизация, и они не видят в тебе мешок с деньгами. Соответственно, общение у них более искреннее. Да, на Бали тоже искренне, они у тебя улыбаются, все помогают, все делают, но все равно под текстом этого есть, ну, все-таки какая-то выгода. А тут нам встречались люди, которые вообще никакой выгоды не хотели. Мы им просто были интересны, они нас приглашали, предлагали переночевать, знакомились со всей семьей, с детьми, бабушками, дедушками. И это реально круто. И я вам советую приехать в Ломбок до того времени, пока он не превратился в Бали. До того времени, пока он не стал цивилизованным. Поэтому вот такие мои пожелания. И что еще хочу сказать, если вы будете спрашивать, что выбрать, Ломбок или Бали, если вы любите больше природу, плавание и путешествия, выберите Ломбок. Вы тут найдете все то же самое, что и на Бали, и даже больше. Если вы любите движухи, если вам важна туристическая инфраструктура, экскурсии, потому что я же как бы такой номад, на байке путешествую. А если вам нужно там экскурсии, гид, гостишки, там туда-сюда, то, конечно, это Бали. Ну и тусня на Бали есть. Русскоязычная, украиноязычная. На Ломбоке я только видел французскую тусню. Если видео оказалось вам полезным, буду рад вашей активности в комментариях под этим видео. Задавайте вопросы. Если я упустил какие-то интересные локации, присылайте мне эти локации ссылками. Буду рад лайкам, буду рад дизлайкам, буду рад любому общению. Ярких вам всем путешествий!